Где бизнес-психологу искать клиентов? Первый момент – это понимать, осознавать и помнить, что собственник бизнеса или лицо, принимающее решение в бизнесе о том, чтобы заказать проект у бизнес-психолога, никогда не ищет бизнес-психолога. Собственник ищет решение своей задачи, сложности или проблемы. Еще раз, да? Собственник не ищет бизнес-психолога, собственник ищет решение своей задачи, боли, проблемы. Следом вы должны понимать, какую задачу, проблему вы помогаете собственнику решить, бизнесу решить. Ну, я буду говорить собственник, понимаете, что это может быть и наемный топ-менеджер, гендиректор, и там HR-директор и так далее, кто-то, кто принимает это решение в компании. Так вот, какую задачу вы помогаете бизнесу решить? Это может быть задача, связанная с людьми. Например, в команде происходят какие-то склоки, постоянные конфликты и так далее. Или команда очень пассивная, или плохие финансовые показатели, там те же продажи падают и прочее. Или у компании какой-то стеклянный потолок, непонятно, куда дальше развиваться. Ну, в общем, миллион может быть задач, но если вы хотите продать свои услуги, вы должны понимать, какую задачу вы помогаете решать. То есть вы не можете быть мастером на все руки. Как правило, вот хороший бизнес-психолог, он специализируется на чем-то одном. Подумайте, что вам интереснее, в эту сторону смотрите. Как это узнать? Попросите своих подписчиков, ну, наверняка, если вы какое-то время уже работаете в психологии, у вас есть ваша аудитория, ваши клиенты и так далее. Ну, или найдите какой-то выход к собственникам и спросите, какие у вас есть проблемы. Да? То есть не додумывайте, а спросите у людей. 5-6 разговоров с собственниками бизнеса, они вам дадут очень четкую картину, что людей вообще беспокоит, как они, какими словами они формулируют свои задачи, свои проблемы в бизнесе. Это уже будет хорошая основа для дальнейших продаж. Второй важный пункт – это то, каким именно способом вы будете решать эту проблему. Потому что, ну, например, проблема конфликты в команде. Эта проблема может быть решена очень разными способами. Кто-то будет работать через мышление самого собственника. Да, потому что понятно, что конфликт в коллективе есть отображение конфликта в голове собственника этой компании. И вы, как бизнес-психолог, можете работать через мышление собственника. Вы можете работать напрямую с командой через коррекцию групповой матрицы и так далее. Вы можете работать через бессознательные компании, бессознательные организации. То есть очень по-разному. Это ваша уникальность. Потом второй момент. Первый, вы определяете, с какими задачами вы работаете. Второе, как именно вы решаете эти задачи. Потому что вот эту механику вам важно рассказать собственнику. Это и есть продажа. Когда вы это собрали, вы ищете канал, как вы можете донести эту информацию о том, какие задачи вы решаете, каким способом вы это делаете. И ваша задача найти канал, где вы постоянно доносите эту информацию. Ну, самый простой канал – это те же соцсети, Facebook, Instagram и так далее. Ну, и он работает. LinkedIn, это может быть, опять же, устное общение, да, в каких-то клубах, где собственники, сейчас очень много есть бизнес-клубов, где собираются собственники, общаются, решают какие-то свои задачи. Вы можете присоединяться к этим клубам и, в общем-то, в живом разговоре тоже продавать. Но опять же, вам нужно понимать очень четко, проговорить так, чтобы вас понимал ваш там 6-летний ребенок, если у вас есть, потренируйтесь на нем. Какие проблемы вы решаете, как именно вы это делаете. Понятно, четко, интересно, с примерами, с кейсами. Вот. И все это вам важно рассказывать много раз, еще раз, через свои сторис, видео, посты, в личных разговорах. Это и есть продажа. И постепенно люди будут к вам обращаться, если, еще раз, да, вы проблемы не будете высасывать из пальца, а возьмете то, что люди реально из бизнеса говорят вам.
Второе, если вы четко, понятно покажете механику, как вы это решаете. Следующий момент — это уже ну, простройка воронки, да, там, например, это минимальный продукт, некий аудит или психологический ассессмент компании, дальше продажа более дорогого продукта, консалтинга и так далее. Ну, это уже такое вот, скажем, вторичное. Если вы хорошо поймете проблему, которую вы закрываете, и сможете хорошо, внятно, красиво рассказать, как вы это делаете, вы уже считаете, что продали свою услугу. Кому интересны еще дополнительные инструменты, у нас в компании есть бизнес-игра Inception. Мы как раз ее разработали с целью того, как показать бизнесу, что может психология. То есть это такой, знаете, продукт яблочко, когда мы не рассказываем, какое яблоко вкусное, а даем укусить, вот, даем попробовать. И через Inception это, ну, вы можете проводить как стратегическую сессию в бизнесе и дальше продавать уже свой комплексный продукт консалтинговый, да, более дорогой. Мы все эти технологии даем внутри, то есть даем саму бизнес-игру и даем дальше все пошагово все инструкции, как дальше продавать, как делать психологический ассессмент на основе проведенной игры, как дальше предлагать консалтинг, так чтобы человеку было, ну, хотелось его купить, да, потому что, смотрите, если вы проводите одну сессию, да, с командой, вот игровую, вы очень хорошо видите, что происходит в бизнесе. И вы дальше делаете предложение не общее, а именно для этой компании. То есть такое предложение, от которого невозможно отказаться. Это еще один путь, ну, такая хорошая воронка, которую мы уже подготовили, потому что тоже задавались вопросом, как лучше продавать бизнесу. Вот. Но еще раз вернусь к тому, что я сказала. Если вы сделаете вот эти два пункта, первое, поймете, какую задачу вы решаете и как вы ее решаете, и будете это регулярно доносить собственникам через интернет, через прямые коммуникации и так далее, вы будете продавать.